Всем привет! Сегодня мы поговорим о пользе и вреде тыквы. В видео также можете узнать об отдельной пользе тыквы на женское и мужское здоровье. Еще можете найти ответы на частые вопросы о тыкве. Поэтому прошу досмотреть ролик до конца и не забудь подписаться на канал. С давних времен человек употребляет в пищу тыкву. Это настоящий подарок природы. Ее мякоть очень полезная, при этом вкусная и необычайно питательная. Бесконечное количество рецептов существует с этим овощем. Тыква растет почти в любом регионе России, так как совсем не требует особого ухода. Даже в регионах, где они выращивают тыкву, ее все равно можно обнаружить в местных продуктовых магазинах. Она дешевая, поэтому покупать ее можно в больших количествах. Впервые тыква появилась в Мексике за 5000 лет до нашей эры. Это самый древний овощ Центральной Америки. Индейцы издавна делали из растения посуду и готовили еду. Ученые говорят, что тыква появилась в Перу еще до кукурузы. Итак, давайте перейдем к полезным свойствам тыквы. Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Тыква содержит важный микроэлемент для работы сердца – калий. Ученые в Италии доказали, что он участвует в профилактике развития артериальной гипертензии. Это заболевание опасно возможными осложнениями в виде инфарктов и инсультов. Ученые из Германии предоставили данные, что овощ способен снижать уровень холестерина, тем самым уменьшая риск возникновения атеросклероза, который может с помощью бляшек привести к закупорке кровеносного сосуда. Доказано, что овощ снижает факторы риска развития гипертонических болезней, инфаркта миокарда и атеросклероза. Антиоксидантные действия. Тыква богата антиоксидантами. Это вещества, которые защищают клетки от губительного действия свободных радикалов. Последние же являются молекулами, которые образуются в организме любого человека в норме. Они необходимы, чтобы бороться с чужеродными клетками, вирусами, однако негативное воздействие оказывает и на клетки собственного организма, вызывая их разрушение. Ученые из Ирана установили, что избыток свободных радикалов вызывает окислительный стресс в организме человека и приводит к развитию ряда заболеваний, в том числе и злокачественных новообразований. Немецкие ученые доказали, что эти молекулы при нормальном их количестве в организме, наоборот, защищают кожные покровы от ультрафиолетового излучения, защищают клетки от злокачественных опухолей. Тыква – сильный антиоксидант. Употребление ее в своем рационе необходимо для здоровья сердечно-сосудистой, зрительной, нервной системы. Профилактика рака. Опухолевые клетки имеют бесконтрольный рост и деление, тем самым повреждая здоровые клетки. Ученые из Швейцарии установили, что раковые клетки могут вырабатывать свободные радикалы, за счет чего ускоряется их деление. В тыкве много каротиноидов. Это вещества, которые способны нейтрализовать негативные действия свободных радикалов, тем самым профилактировать раковые процессы в организме. Ученые из Китая доказали положительный эффект овоща на больных с раком желудка. Свое влияние тыква доказала и в отношении рака поджелудочной железы, рака молочных желез. Тыква – источник каротиноидов, который предотвращает возникновение злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта. Повышение иммунитета. В тыкве содержится много витамина А. По своей структуре это жирорастворимый витамин. Он, по данным английских специалистов, повышает сопротивляемость организма к инфекциям и повышает иммунитет, а также подавляет воспалительные процессы. Ученые скорее считают, что стимулирующий эффект на иммунитет витамина А оказывает за счет запуска работы макрофагов. Это клетки, которые поглощают чужеродные агенты при их попадании в организм. Важную роль в формировании иммунного ответа также играет витамин С. Он способствует заживлению поврежденных тканей организма, а также стимулирует выработку антител. Другие полезные вещества, которым богаты растения, это витамин Е, железо и фолиевая кислота. Тыква повышает иммунную защиту организма за счет большого содержания полезных витаминов. Улучшение зрения. С течением времени зрение прогрессивно ухудшается. Это связано с дегенеративно-дистрофическими процессами сетчатки глаза. Ученые подтверждают, что дефицит витамина А закономерно ускоряет снижение зрения.
Ученые из Китая доказали, ежедневное употребление растений в своем рационе достоверно уменьшает вероятность возникновения катаракты. Это заболевание, которое чаще всего возникает в пожилом возрасте и связано с помутнением хрусталика. Итогом его является слепота. Тыква помогает профилактировать развитие катаракты за счет содержания в составе лютеина и зеаксантина. Овощ замедляет возрастные изменения в структуре глаза и замедляет процесс снижения зрения с возрастом. Помощь в похудении. Тыква – это диетический продукт. Она содержит клетчатку и воду в своем составе, поэтому ее можно употреблять тем, кто следит за фигурой. Клетчатка при взаимодействии с водой разбухает и создает ощущение сытости на длительное время. Кроме того, тыква имеет низкую энергетическую ценность, что снижает калорийность рациона. Для похудения овощ будет незаменимым помощником. Польза для головного мозга. Тыква, в особенности тыквенное масло, источник полиненасыщенных жирных кислот. Они полезны для работы мозга, полноценного сна и хорошего настроения. Даже при психических расстройствах, например, депрессии, в качестве комплексной помощи рекомендуется употребление тыквы. Польза для женщин. Тыква полезна для здоровья волос, ногтей и кожи. Она делает волосы блестящими, крепкими, предотвращает их выпадение. Кожа становится гладкой, без прыщей. Вопрос старения издавна волнует прекрасную половину человечества. Чудо-продукт поможет решить данный вопрос. Тыква за счет своих антиоксидантных свойств продлевает жизненный цикл клеток, поэтому замедляется старение организма. Жирорастворимые витамины, которые входят в ее состав, в частности витамины А и Е, препятствуют появлению заломов и морщин. За счет содержания железа обеспечивается здоровый цвет лица. Для беременных растение также очень полезно, так как является профилактикой железодефицитной анемии и восстанавливает дефицит других необходимых витаминов, а также устраняет токсикоз. Мужское здоровье. Ученые скорее установили, что тыквенное масло может применяться в качестве комплексной терапии у мужчин с урологическими заболеваниями. Например, к ним относят доброкачественную гиперплазию предстательной железы и простатиты. Польза золотистого продукта огромна. Она снижает воспаление в организме, что устраняет болевой синдром и положительно действует на прогноз заболевания. Отмечается уменьшение простаты, устранение отека, восстанавливается мочеиспускание и проходит симптоматика заболевания. Вред и противопоказания. Как и у большинства продуктов, несмотря на огромное количество плюсов, нельзя не учитывать возможные противопоказания. Людям с болезнями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения запрещено употребление тыквы в сыром виде. Людям, у которых имеется желчекаменная болезнь, также нужно быть осторожными. Растение обладает желчегонным действием и может привести к смещению камней и возникновению болевого синдрома. Пожилым людям и детям не рекомендуется употреблять овощ в сыром виде, так как его сложно переварить. Людям с сахарным диабетом нужно ограничивать употребление тыквы, так как она содержит сахар в своем составе. Чудо-овощ может вызвать метеоризм и жидкий стул. В таком случае уменьшите количество его употребления. Избыточное употребление тыквы может привести к окрашиванию кожи и склер в желтый цвет. Это связано с содержанием каротина в ее составе. Людям с аллергией на тыкву лучше отказаться от ее употребления. Необходимо помнить, что тыквенные семечки очень калорийные и нужно следить за количеством, которое вы съедаете. Ответы на частые вопросы. Разберем самые популярные вопросы по поводу употребления тыквы. Можно употреблять тыкву в сыром виде. Оцените все противопоказания, которые мы разбирали выше. Если их нет, то да, сырая тыква очень полезна, ее часто употребляют в салат или в виде соков. Какая термическая обработка лучше? Термическая обработка продуктов всегда снижает содержание полезных витаминов в нем. Тыква не является исключением. Лучше всего овощ варить или запекать, так как в нем останется максимальное количество полезных веществ. Сушеная тыква в большом количестве содержит сахар, поэтому людям с сахарным диабетом или избыточным весом следует ограничить ее употребление. Можно ли применять тыкву в виде сока? Да, тыквенный сок очень полезен. Это источник витаминов, минералов, антиоксидантов. Учитывайте противопоказания перед употреблением.
Тыквенные семечки полезны? Да, семечки из тыквы содержат много полезных микроэлементов, в частности цинк, который улучшает состояние волос и ногтей, а также необходим для костей. При желудочно-кишечных заболеваниях семена также способны уменьшать воспаление. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Здоровый организм. До новых встреч!